Так, цель сеанса — освободиться от воздействия антимира, убрать все взаимодействия с ним, убрать все крючки, зацепки, импланты между мной, Ильей и Моной. Хочу найти и обличить те причины, почему я позволяю им влиять на меня, на мою жизнь. Вернуть карму, если на меня перебросили чужую карму за те воздействия, где антимир и Илья причиняли мне вред во всех воплощениях. Вернуть себе мой творческий потенциал, мою энергию и силу, отобранные антимиром у меня. Хочу вернуть свою гармонию, свою веру в себя и в жизнь, в то, что жизнь по конам дает правильные результаты. Хочу убрать энергии бессилия, обиды, злости и жалости к себе из моего пространства. Вернуть радость и счастье в мою жизнь. Хочу восстановить свою психику и залечить рану, что нанес мне антимир. Хочу понять и принять ситуацию и быть в состоянии говорить о ней без слез. Вернуть все частицы своей души, потерянные в результате взаимодействия с антимиром, выполнить миссию, контракт расторгнуть, развязать кармические узлы с теми, кто меня окружает, если есть еще не развязанные. Первое. Хочу знать, почему я допустила то, что антимир меня размазал по стенке. Я 3 месяца ждала того, что ситуация с моей работой разрешится, и хотя была довольно высокая вероятность удачного для меня результата, к сожалению, мне не повезло. Мне не открыли бессрочный контракт, и кратковременные теперь тоже не могут делать. Мало того, что я не могу работать в моей школе, я больше не смогу работать учителем ни в одной школе вообще. Мой путь учителя закончен. Последний месяц я была дома и ждала, что мне позвонят и пригласят на подписание контракта. Вопрос был решен, и осталось просто это оформить. Но неделю назад сообщили, что с министерства пришел отказ. Я шла к этой цели 8 лет. Постоянное место работы и любимая профессия. За эти 8 лет мне пришлось поменять из-за этих краткосрочных контрактов 6 школ. Причем моя работа устраивала и начальство, и коллеги, дети меня очень любили и сильно ко мне привязывались. И так каждый раз новые места, новые люди, очередные печальные расставания. Я до сих пор не могу принять этот факт и обрести мой душевный покой. Пару дней нормально, а потом опять уход в депрессию, разочарование во всем. Периодические приступы обиды на Евгения, что не зачитал этот аспект в сеансе и не спас меня в последнюю минуту. В общем, это стало для меня сильнейшим ударом, и я никак не могу от этого оправиться и вновь радоваться, надеяться и верить во что-то. Второе, хочу убрать из моего рода программу саморазрушения в виде болезни, в частности, болезни щитовидной железы у всех женщин в моей семье. Восстановить обмен веществ, энергообмен и правильную работу всей эндокринной системы у меня. Если получится, то и у моих детей, у моей матери. Убрать причины лишнего веса. На физике я делаю много, что для этого нужно. Гормоны щитовидки, необходимые витамины, регулярно спорт, голодание, очень ограниченное питание. Хотелось бы убрать и причины на эфирном плане. Третье. Хочу окончательно выйти, отцепиться от всех эгрегоров, конкретно от эгрегора возмездия, злости и ненависти, к которому я подключилась. Выйти, и если это моя миссия, разрушить эгрегор лжи, вернуть истину в наш всесвет. Выйти из всех энергетических структур, где скачивается моя энергия, закрыть все утечки энергии, выйти на путь домой к Первотворцу жизни. Быть всегда под его защитой. Хочу, чтобы физическая жизнь наладилась и вновь обрела смысл и радость жизни, без обид, претензий, неприятия происходящего и остальных душевных терзаний. Все эти навязчивые мысли на полную аннигиляцию. Почистить мое пространство и все, что мне принадлежит, наполнить энергией любви, радости, счастья и веры в то, что все будет прекрасно. Расторгнуть контракт на уничтожение антимира. Прошу Первотворца жизни о помощи, чтобы это свершилось. Не вернуть мое. Все. Эти все аспекты, почти все, почти, вообще все, это все касается работы сознания. Только поменять свое отношение. Это поменять тот внутренний диалог, который ты ведешь сама с собой.
Ну, обычно помогают в диалоге, ты же сама понимаешь, что это не всегда, скажем так, наши Да, я мысли. понимаю. Иногда Да, то есть я понимаю, что это одни, ну вот цели, да. И я понимаю, что это больно, это обидно. Я тоже такое пережила. Я помню, как это было. Я отстаивала свои интересы, ну, личный человеческий фактор никто не отменял. Когда ты зависишь, когда ты в коллективе, ты от коллектива зависишь. Вот. Ну, я решила, что это подсказка, что это от Вселенной. Я, что Вселенная мне приготовила еще лучший вариант. И прошло от этого момента, сейчас я тебе скажу, 1,5 года. Вот я очистилась. То есть я, благодаря тому, что вот такая катавасия у меня на работе появилась, вот я очутилась в Америке. Потому что я в себе подумала, я этим бизнесом больше заниматься не буду. Потому что я буду строить, а какая-то менеджерка сумасшедшая придет и снова все разрушит. А это мне не нужно. Вот. Я очистилась, то есть я нашла этот путь. Вероятнее, что я бы его не нашла, если бы этого не произошло. То есть если у тебя будет такое, ну, как бы доверие ко Вселенной, к своему высшему Я, что тебе приготовлено что-то лучшее на самом деле, тогда эти ситуации не будут такие горькие. Потому что мы не знаем, что там за тем другим поворотом. И эти обиды, это все, оно уходит. Ну, естественно, оно поможет просто пережить. Естественно, что есть какие-то а, негативные воздействия, это понятно. Но тот внутренний диалог, который мы ведем сами с собой, это очень важно. Оно помогает как пережить. Я тоже. Я помню, это для меня было очень большой удар, потому что я очень мало работала, но я достигла очень хороших результатов и очень хорошей зарплаты. То есть не зарплата была, а доход. Ну, я очень быстро справилась. Я открыла бизнес в Польше, и потом, как только открыла, я поняла, это не мое. Это тревога постоянная, потому что это ответственность, это не моя. Открыла бизнес, там попытались меня обмануть, я это раскрыла, то есть это почувствовала. Позвонил какой-то мужчина, то есть я его в жизни никогда не видела, он мне рассказал, то есть я ему один раз помогла, отправила его в Польшу, и он очутился где-то в Бельгии или во Франции, уже не помню. И он мне позвонил, и он, оказывается, этого моего партнера, так называемого, с Литвы знает, и так дальше, и так далее. И, короче, этого афериста вывел на чистую воду, и по контракту я не должна была, потому что я отказалась выполнять условия контракта, потому что он не оплатил деньги. 1 неделю только. Если бы я дальше еще тянула, это было бы... То есть я сразу разрубила это и все. Ну и решила, раз тут не повезло, значит, есть еще один вариант. Значит, еду в Америку. Что я там буду делать, не знаю. Ну, еду. Ну, в результате того я в Америке занимаюсь тем, чем я занимаюсь. Вот. То есть мы не знаем. Так что если ты себя будешь убеждать, что меня ждет что-то лучшее, не просто убеждать, а это просто так и есть, потому что наше высшее Я всегда для нас готовит что-то лучшее. Главное, чтобы мы это лучшее выбрали. ну, для того, чтобы переступить, надо разобраться с этим, поэтому Да, да, да. То есть, сознание, оно тоже очень сильно, вот этот внутренний диалог очень сильно помогает. Помогает как бы, ну, быть таким
хладнокровным, не, чтобы убрать вот эти эмоции, потому что эти эмоции, они как раз и мешают. Мешают идти по лучшему пути. Да, это очень странно, как это столько лет проработала и не получить сертификат. То есть это странно, конечно. Ну, как-то очень странновато, да. Так, у меня еще один вопрос по нашему этому, по аспектам. Что там, какие обиды на Женю? Ну, это не совсем обида, это просто, знаешь, как вот за соломинку хвататься, что если б, может, раньше посмотрели, я, в принципе, в этом напряге уже долго сидела, и все время почему-то так ждала. Ну, и я сильно верю в то, что в сеансах решается много вопросов, поэтому прям так надеялась, что это все оговорится, посмотрится и, ну, получится Ну, в позитивном варианте для меня. Я же тебе говорю, последний месяц это уже был решенный вопрос. Все в таком шоке получились от такой ситуации. Никто не ожидал такого результата. А я, в принципе, ну как, не то что подозревала, но чувствовала, что надо что-то быстро спасать. так Это может это даже не то, что... на меня обидно? Нет, Нет? А нет. Ну, давай, Женя иногда аспекты не зачитывает. Мы с ним ссоримся по этому поводу уже полгода, но никак не можем найти общего решения. Как? Ну, то есть типа, что это... ты писала об этих аспектах, но они не были зачитаны, я так понимаю? Не Да. были рассмотрены. Мгм. Ну, ты сказала, давайте аспекты в следующий раз, потому что сложные сеансы у меня постоянно идут. Не Да. доходит до аспектов дела, скажем так. И знаешь, оно такое, надежда. А если бы зачитали, может быть, все было хорошо. Ну, как-то так. А сейчас я сижу и думаю, маловато аспектов. Да, мне Женя сказал, не надо так много писать аспекты. Ты слишком много пишешь, поэтому Нет, пиши мало. много целей. Смотри, много целей. Это как получается, если много целей и нет аспектов, это как хочу в Париж. О, а ты уже был? Не, хочу опять в Париж. А ты уже был? Нет, хочу опять. То есть нужны действия. Аспекты, чтобы рассмотреть истинное, нужны привязки к физическим каким-то проявлениям. Ну, Сон, давайте смотреть, что с этим контрактом произошло, почему его отменили в да. последний То момент. есть вот почему, вот эта ситуация, это аспект, да. Потому что хочу, хорошо, хочу, у нас это не первый раз, да, то есть это такое мышление, но нужны еще и действия. То есть, да, с другой стороны, даже если это самое действия, да, то есть нужны действия с твоей стороны и нужны факты, потому что только факты, если мы рассматриваем факты, они привязаны к реальным каким-то источникам этих фактов, то есть к эзотерической причине. Да, потому что в эфирном пространстве можно куда ни посмотрел, там все варианты дорожки, и пошел то по этой дорожке, то по этой дорожке, то по этой дорожке, и пошел расследовать. Вот. Ну и смотри, и это не просто так. Чего это я сегодня проспала? Я смотрю на будильник, не накручен будильник. Да, То есть я я уже его не не удивляюсь. поставила. Я его не поставила. Да? То есть Женя не зачитывает аспекты. Я не вижу, смотрю и не вижу в календаре, что у нас сеанс. Хотя я очень обязательно, я всегда прихожу Я на знаю. сеанс. Я сегодня проспала. Вот это что такое? Ну, Вот. камни ж с неба еще не сыпятся, так что все нормально. Нет. Посмотреть, почему А я ты моего... разрешаю, чтобы так происходило со мной, чтобы они Вот. постоянно... Почему? Я это и Да. писала в цели, мне уже надоело, они меня уже достали конкретно. Да. Почему я Почему это разрешаю, почему происходит? они постоянно в моем пространстве орудуют и Да что это поставляют. вообще такое? Ну, а у меня еще один вопрос. А ты разрешаешь вообще-то? Ты разрешаешь кому-нибудь орудовать в твоем пространстве? Ну, видишь, походу разрешаю.
Хочу забрать это разрешение. Я не разрешаю орудовать в моем пространстве. Я хочу О, решать, как все смотри, должно происходить наилучшим образом для меня. вот, я это как раз и хотела. Смотри, я не разрешаю, но почему-то это происходит. Вот эта постановка вопроса должна быть. Я не разрешаю этому происходить. Где-то зацепка. Почему они Да, но почему постоянно... это происходит? Я, например, тоже вообще ни одной фиброй души не разрешаю им влиять на меня, но были ситуации, буквально несколько месяцев уже были такие ситуации, что это я и заболела, и то, и то, и то. Мы это рассматривали. То есть, а почему это происходит? Я не разрешаю, да? Я Потому запрещаю, что есть зацепки. но это происходит, да. А вообще-то какое кому дело, что есть зацепки? Да, мы это видим, как они делают. Но поменять вот это тоже отношение нужно на уровне сознания. Во мне есть что-то негативное. Да, во мне есть что-то негативное, я принимаю себя такой, какая я есть. Я живу в этом мире, где полно несовершенства. И я несовершенна тоже, и так дальше. Но при этом всем никто не имеет права ковыряться в моем личном пространстве, что бы я ни делала, когда бы я ни делала, я это запрещаю. Я помню, мы рассматривали с Женей мои денежные блоки, потому что опять сильно все посыпалось. И что? Они прицепились, ну, Илья, конечно, ну, кто еще. Что он выискал? Он выискал, что я была королева Виктория. Я прямо увидела, как эти потоки с этих колоний идут, и все ко мне. То есть они нашли зацепку. А я что сделала в свою очередь? А я сказала, а у меня нет доказательств, что я была королева Виктория. У меня герб не висит на стене этого рода. Я вообще не знаю. Мало ли что я увидела. Никто не имеет права меня в чем-то уличить. У меня нет никаких доказательств. Я отказываюсь вообще принимать ее какую-то ответственность. Если я была королева Виктория, и если я там накуролесила, то это мое личное дело. И я своей смертью заплатила за все грехи, которые я там делала. Все. И отвалилась. Мало того, отвалилась, и сразу проявилась эта причина. Буквально на следующий день или в тот же самый день звонят мне. Звонят и говорят, что коллекторная компания звонит мне и говорит, что я не отдала девайс телефона. Я на них наехала. И я сказала, вы мне обещали, что больше не будете звонить, что вы все исправите. И я снова им выслала эту квитанцию, это все. У меня кредит-скор моментально поднялся через пару дней, и все. То есть нужно поменять вот парадигму мышления, потому что когда меняется парадигма мышления, меняется все, меняется наша энергетика. Оно, конечно, и тогда... Теории в курсе, на практике пока не получается. Нет, не надо себя вот это снова... это слова-пароли. Не получается. Получается. Меня ждут, а я уже вижу, что тебя ждет что-то совершенно лучшее. То есть отпусти эту ситуацию. Ну вот сейчас разберемся, отпустим. Нет, Валерия. Прям сейчас. Если ты будешь держать, посмотри, если я зачем вот это болтаю? Это же не просто так. Если ты будешь вот это держать, ты будешь это скрывать. Я очень хороший телепат. Но Тогда я не хочу занимаюсь. видеть все. Я не разрублю эту ситуацию, потому что если мы что-то держим, это означает, что мы что-то держим. Мы прячем это. Если человек что-то держит, удерживает, значит, он считает, что это ему нужно. Если человек, это ему нужно обижаться,
вот, делать свои вот эти какие-то подножки ставить. То есть это, ну, явное проявление самосаботажа, да, то есть это мне нужно. А если тебе это нужно, что тогда происходит? Подсознание не будет показывать саму причину, что там на самом деле сидит. Вот это причина, почему там это происходит. Почему ты разреши себе быть свободной. От всех и от всего. Мне это не нужно. А вот случилось так, как случилось. А там будет еще лучше. Все зависит только от нашего мышления. Парадигма мышления меняет нашу энергетику. Жизнь меняется тогда, когда поменяется энергетика. Она не меняется. Если даже прошло 150 сеансов, я и говорю, наши сеансы – это не панацея. Молодох. Да. Это не панацея, это один из инструментов, необходимых инструментов. Один из, вот есть 3 инструмента. Работа с физическим телом, с физическим сознанием. Первое тело, второе сознание. На физике, работа на физике. И третий – это работа в альфа-состоянии. Сюда включается твоя личная работа в этом состоянии, то есть принятие твоих решений, аффирмации, утреннее прописывание, вечернее прописывание, то есть работа с подсознанием. Это одно из условий обязательных, но не панацея. Само по себе не работает. И ты это видела, на твоих глазах все это происходило. Как это? Елена что, мало очищалась? Мона мало очищалась? Ну и так дальше. Тарас мало очищался? Я уже говорила, Тарас, ты что? Говорю, ты мне не даешь продохнуть. Там куча сеансов вообще никогда не публиковалась. Как выходные чистить его, и чистить его, и чистить его. Я говорю, да сколько можно? Говорю, надо принимать решения на физике, и не надо будет тогда чистить. Да, то есть дало какие-то результаты? Предыдущий Нет. сеанс, да, мне лучше стало намного. Прям вот процентов на 80 легче стало. Ну, Но если конечно, бы не оно эта помогает, ситуация. потому что, смотри, когда человек слушает, что там происходит, он принимает решение. Это решение фиксируется в эфирном пространстве и меняется реальность. Так происходит изменение реальности. То есть программа, и это не моя выдумка, это наука говорит, это подтверждено наукой, что человек – это самопрограммирующийся механизм. То есть наш мозг способен поверить во что угодно. И в то, во что он верит, он принимает как программу к выполнению. Все. Да, согласна с тобой. Так оно и есть. Да, то есть, но, естественно, что очень сильное влияние, потому что, ну, я сама это чувствую, я прямо эту энергетику чувствую, которая мешает. Даже сейчас ты, смотри, на физике как проявляется. Ты включила вот этот блюр, и твоего лица мы не видим. Я не вижу твоего лица. Не Это знаю, может что быть это. из-за качества интернета. Не, Обрезает нормально. качество. Это Да? Вот. мгм. То есть, что такое? А что это такое? То есть нужно вот сюда. Вика, Женя, это к тебе вопросы. Не увлекаться вот этими разборами, как это работает, все. Это и так понятно. То есть коротко. И посмотреть, конечно же, задать вопрос, что это такое, что мешает мне, да, то есть выполнять свои задачи так, как положено, скажем так. Что это такое проспала? Что это такое забыть поставить будильник? Как это так? Почему именно это происходит на сеансах с Валерией? Ну, как раз для того, чтобы размазать Валерию по стенке.
Ну, это понятно. Ну, это понятно. Зачем Валерия позволяет этому происходить? А вот сейчас выясним. Где? Да, какие еще, Когда? смотри, какие еще аспекты? Вот что ты еще думаешь об этом? Как ты думаешь, что еще мешает? Что ты делала такого? Почему это? Ну, многие Ну, я тоже... опять-таки думаю, что с Рене связано, потому что с этой машиной, с дочкой, да. Там связано посмотреть, Мгм. потому что, ну, каждый раз это было все равно с ним связано. То есть это не из-за того, что я претензии имею, а, скажем так, из-за того, что в прошлом мы смотрели, постоянно что-то было, каждой чепухи все равно была привязка на мое сотрудничество с Антимиром. Вот я как будто с ними до сих пор сотрудничаю именно таким образом. И, ну, единственное, что еще я такого, может, не упоминала, я там любила такие психологические тестики маленькие, там, посмотри на картинку, выбери там какую-то птичку, и оно тебе скажет, что. Но это не гороскопы, хотя, если честно, я уже поняла, что это тоже с этой серии. То есть отказываюсь от всех своих просмотров, читания гороскопов, астрологии и вот этих психотестиков, принимать эту информацию, эти ответы в свою реальность и слушаться Это этого. типа гадание, это не тест. Ну, оно не Да. гадание, оно тестики. Именно психологические тестики коротенькие. Они, в принципе, там правильно, они правду там говорят. Вот такое. Вот. То есть информация так написана, что похоже, да, ну, скажем, в какой-то момент. Но это такая тонкая грань между этими Ну, психологическими нет, я тестами хочу и уточнить. гаданиями, как ты говоришь. Так что я отказываюсь от всех и от этого Потому что принятия есть именно. такой канал «Психологика», и там очень много хороших тестов, и там действительно психологические тесты. Тест То это есть, если долго отвечаешь на вопросы, а не да, просто да, да. картинку выбрал, да, это чуть разные вещи, скажем так. Но Ну, я поэтому уточняю. То есть это эзотерический подход, да. и ты этим увлекалась. И когда это ты этим увлекалась? Ну, когда уже, скажем так, перестала увлекаться всем, вот это еще осталось, да, то Мгм. надо и это убрать. Ну, так, иногда что-то там смотрела, какие-то такие. То есть это желание, чтобы кто-то, Сказал мне, как, то есть это, какая я. Да. ага, это, ну, это такое желание перевалить ответственность за себя на кого-то. Ну, это у меня тоже присутствует, да, очень так. Вот, да. То Явно есть, выражено, да, согласна. да, смотри, с этим это понятно. Это обратная сторона программы жертвы. Да? Не хочу ничего предпринимать, не хочу это видеть, не хочу знать. Почему у многих очень быстро происходит очищение, результаты, даже ситуации намного сложнее, чем твои. А у других это происходит долго. Слишком я программа жертвы Программа пронизана. жертвы, да, программа жертвы. И как программа жертвы убирается? Только действиями. Только действиями. Действиями на 3 направлениях. То есть работа с физическим телом, аффирмации и так дальше. Сейчас нужно будет с Женей сделать хорошую медитацию, альфа-медитацию для убирания этих блоков, этого всего. Нужно, я думаю, у тебя очень красивая речь, Валерия, Ну, поставленная мысль, да, она очень красивая. У меня к тебе просьба, вот, смотри, чтобы ты нам помогла. Я хочу написать медитацию для уничтожения программы жертва, вот, и для утверждения человека как божественной души, как творца. То есть чтобы человек осознал и вернул эту творческую энергию. Вот когда тебе будут приходить аффирмации, записывай и скидывай. Вот. Потому что у меня речь такая корявенькая, скажем так. У меня ну, так всегда было. перед тем, как ты это говорила, мне уже пришло, что только сказать тебе, какой у тебя красивый голос, или уже не запишите аффирмацию своими голосами. И тут ты Да, начала мы это рассказывать. сделаем, да, 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 своим Так что, голосом нужно да, сделать. у тебя очень красивый голос, даже очень хороший. И уже И уже некрасивый. некрасивый, мягкий голос, да. И я тоже об этом же подумала, что нужно своими голосами писать. Да, Вот, тогда это будет как в бы 2 раза действеннее. одухотворенное, да? У тебя Я, очень красивый голос я тоже. каждый сеанс распеваюсь 3, 2, 1.
Вот, тогда, чтобы мы сделали такую вот четкую, хорошую медитацию, потому что эти медитации, которые у нас есть, они хороши для кратковременного пользования. Попользовался, блоки ушли, дальше начинается работа с сознанием, подсознанием, и уже фактически не нужно это продолжать. А потом получается как заезженная пластинка. То есть нужно идти дальше. То есть месяц-два подышали, там неделю, у кого как это подходит, нет уже никаких ощущений, ну, не надо это уже дышать, да, то есть нужно идти дальше. Я это поняла. Должна быть вот как позитивные утверждения и никакого намека на какие-то негативные блоки или что. Как с Да, то твоей вот есть, этой медитацией на утренняя радость. Вообще так мало, надо было побольше. Прям так заканчивалось резко, и такой о, и, маловато хороших и, утверждений, да, вообще супер. да, очень хорошая и музыка позитивная, и все. Но, не, я специально мало поставила. Я так и поняла, ставь в следующий раз больше, прям. Я специально мало. Для чего? Это как просто... Почему? Человек, чтобы утром что-то делал и включил, и чтобы его не отвлекало это. То есть он что-то делает, а эта музыка звучит. И просто такие вот где-нигде. И когда вот эти есть такое ощущение, что вот не хватает, то есть остается такое желание покушать еще. Мгм. С Да? легким голодом уходить из-за стола, да, чтобы захотелось Да, да, для того, чтобы самому дать место наесться. личному, личным аффирмациям, да, личным утверждениям. Вот. А поэтому, если кого-то что-то не пускает, это означает, что ну, им это очень нужно, да, чтобы кто-то не ушел. Да. Но не дадим им пищи, да, не дадим себя скушать. Как говорится, пошли все вон. Ну и что что-то произошло? Ну и что? Ну, меня ждет что-то лучшее. То есть если вот это утверждение, это вера в Первотворца, вера в свое высшее Я, меня ждет что-то намного лучшее, о котором я просто еще не знаю. Это как едем с горки, а там смотрим, а дороги дальше нет. А оказывается, просто поворот пошел. Вот, да, то есть это кусочек Согласна. дороги, который мы просто еще не видим. То есть вот это положительное, утвердительное мышление, оно помогает. Когда ты отпустишь эту ситуацию, это коробочка так называемая, которая вот так держит эту ситуацию, ты много туда отдала энергии. То есть Очень психолог, много. это 3 называется, месяца, завышенная важность, я знаю. да, это избыточный потенциал. То есть ты отдала туда слишком много энергии, а в психологии есть такое понятие, что ну, если будет это, то есть всегда должен быть еще запасной вариант. Если это произойдет, это будет супер. Но вдруг, если этого не произойдет, ну, у меня есть еще один вариант. Тогда я буду чем-то другим заниматься и так дальше. То есть тогда я смогу, ну, даже можно придумать. О, поеду на море, это самое, ну, что угодно. Главное, чтобы было два варианта, как минимум. Тогда не происходит вот этого избыточного потенциала. Потому что этот избыточный потенциал, он как раз и порождает вот эту развязку. Он стремится к негативной развязке, вот как гром и молния в небе. Это с той же серии, только на физике. Вот. Я Согласна, так тут, оно и есть. Да. да, я тут поговорила, чтобы ты просто отпустила. И чтобы ты поняла, что тебя ждет что-то намного лучше. Ну, вот надо посмотреть, почему я себе не позволяю этого. Где эти блоки не Ну, позволять смотри, себе лучшего? да, ты не позволяешь физическим умом. Душа Ну, я думаю, таки... это старая программка какая-то. Это А такое что такое давнее-давнее. программка? Что такое программа? Как программа образуется? Ну, в детстве обычно залаживается. Ну и не только. Смотри, у меня не было программы уметь ездить на автомобиле.
Но когда я часто и регулярно это делала, ну, то сейчас я очень хорошо езжу на автомобиле. А когда я только начинала ездить, то когда я выехала случайно на хайвей первый раз, я вцепилась в руль, а это была Тампа, а там огромнейшие мосты и вот эти эстакады. И я по этим эстакадам везу 3 человек, 4 человек, 2 взрослых и 2 детей. И я за рулем, я впервые в жизни на эстакаде, да еще под небесами еду. Я так орала. Ну, это положило начало того, что я сейчас вообще никаких дорог не боюсь. Вот. То есть моя программа получила опыт, потому что я часто делала, часто и регулярно. Что-то, если мы часто и регулярно делаем, программа закладывается. Если мы часто и регулярно думаем определенным образом, принимаем решение, что я это могу или это не могу, это мне надо очень сильно, или к этому я спокойно отношусь, вот тогда и закладывается программа. И во взрослом возрасте то же самое. То же самое работает. В детстве закладываются вот эти именно родительские блоки. Это понятно, да? Стереотипы мышления, все такое. Но они же закладываются и на протяжении всей жизни, и точно так же благополучно все можно их переписать. Хорошо. Будем следить за этим, отслеживать и искоренять. Вот. Хорошо. Так как ты сейчас бы поменялось твое отношение к той ситуации, что ты не получила сертификат? Это не сертификат, это просто разрешение, ну, как даже не разрешение на работу просто. Но я не смогу больше работать никогда в школе. В Германии. В Германии, да. Пока не пройдешь, например, подготовку другую. Ну, это мне по новой 7 лет переучиваться, я уже не буду это начинать. То есть уже 2 «но» есть. Буду искать. Да, очень странно, другую очень странно. профессию, да. Ты в прошлый раз в сеансе тоже постоянно говорила, очень странно, очень странно. Я знаю, что все, что странно, не прошло без участия Ильи, антимира, поэтому давайте с этими странностями разберемся. Давайте. Всем по ушам. Что ты делала? Давай с этим, Ильей. плане. Рассказывай. В плане. Все сейчас Отменяла. вспоминай. Отменяла. Нет, не отменяла. Вот каким образом ты вообще к нему Одно пришла? видео вообще, ну, через ваш канал, потому что как-то так Так. рекомендовали. Одно видео буквально посмотрела. Возможно, один раз или два раза там символ Цельнозора когда-то, но это уже все в сеансах выходило. Коллеге там на лоб лепила, она вредная была, но это было года 3 назад. Мой покупал, чашку заказывал с этим логотипом, потом разбила я ее тоже в сеансе, она выходила. Была Так, такая. теперь меня интересует, я уже несколько раз слышала, что мы рекомендовали. Кто рекомендовал? Не знаю, как-то так через этот канал что-то именно. Я даже, если честно, не помню, потому что это 4 года назад уже было, да. Ну, потому что, я не рекомендовала. Как с этого? Ну, Я не занималась этим всем. Мне очень странно это слышать. не рекомендовала, я даже не знаю, как это, может, в комментариях кто-то писал об этом Цельнозоре. В общем, я не помню, если честно, как я на него вообще попала. Было как-то обсуждение, что он там занимается чем-то исторически, то ли это, что такое. Ну, люди подхватывают, ага, Виктория на что-то обратила внимание, что-то одобрила, может, такого было. И я заинтересовался. Мне кажется, сейчас вот мы дошли до ключевого момента. Отменяем это. Я его не знаю. Кто это Подожди, не просто отменять, нужно посмотреть, каким боком я здесь задействована. Меня сразу выхватывает, знаешь, как эти ключики. Я уже несколько раз слышала, что по вашей Виктории рекомендации.
Я хочу это посмотреть, каким это образом я рекомендовала. Я не помню. Это не Я, рекомендация была, это твоя заинтересованность. То есть твое внимание было. мое внимание, Вот. почему? Потому что Мона, я помню, как Мона рассказывала, и Илья, не Илья, а это Елена, а этот Илья пришел, вот я слышу прямо зависть. О, от меня зависть пошла. Слушайте, сейчас, одну секунду, я вспомнила. Короче, Елена, я же работала с Еленой, а он пришел, а мы с Еленой уже тогда ссорились, потому что Елена вдруг я на один день только летела с Польши, я не могла провести сеанс, и она вместо того, чтобы мой сеанс, как бы отложить, подождать, она мой сеанс провела, с моим человеком провела с какой-то другой, не знаю, как ее зовут, такая черненькая девушка. Вот. Потом Инга была, а это какая-то другая, Татьяна или как ее, Наталья. Вот. И потом она начала это тусить. И я говорю, Лена, просто ты должна... Она мне, я говорю, если бы у нас был договор другой, нет проблем. Но ты же говорила, то есть она мне много обещала, что только со мной, только то. Я говорю, а что это вообще обозначает? Да? То есть когда вот она начала это всю тусню, и тут пришел Илья, и они сделали расследование с Ильей, именно с Наташей. Вот. Мне просто пришло вот это зависть, да, и я посмотрела кусочек, капельку этого видео, и такая, я думала, что я разозлилась на Елену, да, чем она это занимается без меня. Типа мы вдвоем, это как бы наш канал, я тоже ответственна за предательство, да. это. Да, то есть вот это. Угу. Ну и потом Илья с Моной какое-то там расследование сделали, и Елена начала... сейчас у меня вот это все выстраивается. А Елена начала как бы... Сравнивать. Сейчас. Куда-то я улетела. Так. Мона и Илья сделали расследование, Елена посмотрела. Она начала, я поняла, она из-за зависти, соперничества, начала поливать грязью Илью и Мону, что они там сделали расследование. И она меня целую неделю терроризировала, это Елена, чтобы я посмотрела это видео. А я созванивалась с сестрой, с Моной каждый день, и я спрашиваю, что вы там делаете? Что вы там сделали? У меня нет времени. А я тогда еще Надю обучала, и Лидию, и сеансы с Надей были. Короче, целыми днями занято было. Я говорю, у меня нет времени это смотреть, потому что мне смотреть, это значит, надо погрузиться, что они там делают. Да, она говорит, да ничего мы не делали. Я говорю, а что это там она вот это? Да не было такого, это самое. И потом она, да, посмотри это самое. И я посмотрела я погрузилась, посмотрела, послушала это. Минут 10 или 15 в погруженном состоянии. Естественно, я уснула. Я не дослушала, не досмотрела. Но то, что я услышала, там как будто бы ничего такого не было. Особенного Мона увидела какое-то пространство энергетическое, пространство гармонии, как там все красиво, я это тоже увидела. И думаю, что ее так взбудоражило? То есть они там фактически ничего плохого не делали. Ну, ты же не видела до конца. Твои программы сделали так, чтобы ты уснула, чтобы ты это не увидела. Да, но я до конца не видела, и я не знаю, что они там делали. Возможно, что-то и делали, но я этого уже не увидела. И я высказала мнение свое, да ничего там такого не было. Все.
Ну, Вот. посмотрим. Если всплывет, то отказываюсь от того, чтобы вообще смотреть эти видео, какие-то символы делать, носить с собой. Надо было, да. Виктория, ты в эфирном пространстве. Да, Что ты видишь? я вижу такую черную полосу, которая идет вот так вот в секторе принятия решений. Здесь в секторе принятия решений такой, как спираль. И такой шлейф тянется, который соединяет, как ткань черная, сектор магии и сектор интерферентов. В секторе магии и от сектора интерферентов идет информация, она разгадала наш план. Угу. Так. От кого это В инфа? секторе интерферентов что-то, Угу. какой-то как диск или шар светящийся. То есть это какая-то конструкция. Считывается программа управления человеческим сознанием. Эгрегор феминизма. О, Угу. отлучение. Так, отлучение от первотворца, от света первотворца. Угу. Так. Хорошо, Виктория. Отсоединяйся от всех сил. Да, Поднимись повыше. На счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Валерии. Валерия. 1, 2, 3. так, я ее вижу, но как-то вот так расслаивается. Идет внутри. Так, энергосфера большая, прозрачная. Но внутри нее еще одна сфера, ну так, как силуэт, и она идет. Четко считывается вот здесь, на голове, как и такой, как изъян, как будто бы вот так забрали часть этой энергии. Ее нет. Вот. Угу. И так, ну, разные энергетические потоки. Так, Угу. считываю. Считай эфирная ДНК, Валерия. Она ли это? Да, это она, но у нее есть привязка от глаз, я вижу, в сектор интерферентов и в сектор магии. Слышу кружка. В секторе магии слышу Рене. В секторе интерферентов мастер. Я слышу мастер, который ну, с этой кружкой что-то делает, какую-то наклейку, что ли, круглую. Угу. Символ цельнозора. А в секторе магии находится Рене. Слышу подсунуть западню. Угу. Понятно. Спроси Викторию у Валерии разрешение потрудиться с ней для нее, дает ли она. Она дает и показывает, что у нее в сердечной чакре вот такой, как комок черный, и показывает на вот эту спираль, которая... И там диск такой, как эти тарелки, на которых там стучат, играют. Вот такой диск черный. Угу. И я слышу отлучение от света, отлучение от света. Угу. Что это за В этой черной отлучение? тарелке. Угу. Ну, это программа, то есть Драма. эта энергия программирует тех, кому, ну, в чем пространстве это есть, ну, к этим действиям, чтобы отлучиться от света. А что означает от света? Я вижу вот так.
как будто много-много вариантов, как дверей таких. Мгм. И одна, ну, разных много. И вот так от сердечной чакры вот так идет, как такой коридор, вот так, как направленный такой свет. Но он не прямо вот так идет, а вот так расходится. Я слышу горизонт сознания и направлен в сторону первоисточника. Да, оно считывается как будущее события в потоке света. Мгм. Так, а эта Так. тарелка что делает? Мгм. А я вижу в глазах как такие спиральки, вот такие прутики, потом спиральки, считывается перенаправление к эгрегору феминизма. А что такое феминизм? Интересно мне знать. Мгм. Что это такое? Оно идет взять быка за рога. В секторе магии такая какая-то, как два рога, и вот так ухватить. Это программа, которая программирует, я слышу, на уничтожение себя, неприятие света, руководство света. Мгм. Неприятие. Когда этот диск появился впервые у Валерии, что это была за ситуация? Еще раз скажи. Когда эта программа неприятие руководства первого творца появилась у Валерии в ее пространстве впервые в этом воплощении. Ну, мне кажется, что это неправильный вопрос, потому что сразу поднимается эта черная волна, которая закрывает. Мгм. Давай Мне тогда вопрос посмотрим. нужно, когда это именно конкретно, не впервые, а вообще, когда конкретно эта конструкция была, Появилась. Да? встроилась в ее сознание. Мгм. А на что притянулась, это другой вопрос. Мгм. Давай посмотрим, Виктория, когда эта конструкция появилась, встроилась к эфирному телу Валерии. И я вижу вот здесь, в секторе принятия решений, Валерия как бы лежит. Вот. Вижу ее светящееся тело, она лежит. Я слышу, смотрит в пустоту. Она смотрит в пустоту. Сейчас я посмотрю, куда это она смотрит. Мгм. Она говорит, что она отдает карму какой-то бешеной. Сейчас я спрошу, что она Мгм. делает. Я вижу, что Валерия вот так берет правой рукой, и у нее такой круг на руке. Красный, как колесо. И она вот так, пах, как прилепила кому-то Мгм. на лоб. Ага, это как Валерия говорит помощника этой какой-то там работники в Сейчас я ее школе. посмотрю. Мгм. Мгм. Я спрашиваю Валерию, что она делает. Но она говорит, отдаю карму. Я спрашиваю, чью карму и какую карму. Она говорит, за воздействие. И так,
И тут же, прямо сейчас проявляются такие руки с такой чашкой. И вижу, как Валерия пьет из этой чашки, и сбоку на этой чашке тоже такой же символ, считывается печать. Мгм. Печать дьявола и тянется в сектор магии. Почему дьяволу, интересно? Мгм. Почему это дьявол? Я слышу затащить в эгрегор феминизма обманным путем. Так. А что это за эгрегор феминизма, Мгм. интересно? Давай посмотрим, что это за эгрегор феминизма. Какова Я его вижу, суть? что он находится в секторе магии, и он имеет такой вид, как будто бы это желудок вообще-то. И там такой перешеек, который вот так останавливается и отпускается. Потом такой прямо считывается желудок, такое пространство. И тоже там как будто кишечник пошел, это портал вот этот весь пошел. А там, фу, в нижнем портале еще так очень низко с этой трубы, как канализация, как отходы. Просто вот так вот вырываются с этой трубы отходы, и там слышу, оно такое, ну, как вода грязная с мусором, вот это Мгм. все. И среди этого всего такое цоканье чистой воды. И вижу вместе с этими отходами, как подпрыгивают такие, э, как жемчужины. И они так чисто, звон такой, они как прыгают, как чистая вода капают. Эм, Мгм. Они там собираются вот так отдельно, а мусор просто вот так летит, эта грязная вода с этим всем. А эти собираются в определенный желоб, считывается желобок, вот как в такую какую-то вороночку. И кружатся, и попадают уже, я слышу, они так, там распределение такое есть, и каждый по своим этим ячеечкам продвигается и устанавливается как возле стенки. Сейчас я найду, а, Мгм. где Валерия в этой ситуации находится. Вот она держится за эту кружку, вот так ее держит, она теплая, как будто бы чай пьет. Мгм. А, Так. Я слышу, отдала себя дьяволу. Так, что такое дьявол вообще-то? Давай посмотрим. Кто это делал? Приказывай этому дьяволу проявить согласно его эфирным ДНК. Считывается вот эта дьявольщина, вот этот какой-то как барабан, и там эти программы, как черти, прыгают, как Мгм. хоровод такой ходят и внутрь заходят. Так, Ты- игра, она Мгм. считывается почему-то игра в прятки. М. М. Что это за игра в прятки? Как это она играет, Валерия? Сейчас я найду, где она в этой ситуации. Я вижу, что одна из этих жемчужин, а, она вот так берет и закрывается от этих черных программ, от этих чертей так называемых. А они, как сумасшедшие, там скачут, и в такой вот эти тарелки, как в бубен, вот так бьют. Слышу такие звуки глухие, как в такой большой барабан, как шаманы
это делают. Мгм. Валерия закрывается, и я вижу, как они напирают на нее и прямо заталкивают еще ниже. А, еще ниже. Мгм. Так, а кто хозяин этого всего? Кто хозяин этого, что это пространство, приказываю ему проявить согласно его эфирным ДНК в его пространстве. Я слышу карусель сознания, то есть оно попадает еще в одно пространство. Карусель сознания. Вот. И вижу распределитель по наклонностям. И там же вижу программа, вот да, нет, да, нет. Мгм. О, птички эти. Мгм. Захват внимания считывается. Вот эти, этот гороскоп или что это? Захват внимания. Захват внимания на ложь. Так. Мгм. Так, и куда эти жемчужинки уходят? Так, они кому-то в рот идут. Кто-то это пожирает. Я вижу, как энергия Валерии заходит в огромный черный рот. Он проглотил и как будто бы подавился, проглотил. Вот. Мгм. Кто это такой? Приказываю ему проявить согласно его эфирным ДНК. Кто это заглатывает? Считывается отмывка сознания. Как отмывать? Как золото отмывает. Подключка идет. Да, это многомерное пространство в сектор магии и в сектор интерферентов. Мгм. В секторе магии находится, я слышу, колдун, управитель сознания, какой-то оператор, Мгм. мегалитический оператор. Приказывает этому оператору отвечать, кто он есть на самом деле, что он делает. Так, он выглядит почему-то раздетый, и я слышу пузо. Такой голый М. торс, живот, как будто бы в эфирном пространстве большой такой раздутый живот. Руки черные и какая-то борода. Мгм. Это считывается вместе как символ цельнозор. А почему это символ? Я слышу, они привязаны на меня, и от этого идет еще подключка такая сияющая. Я слышу в подсознании Ильи, а он там сидит в секторе магии очень низко, и считывается божественная личность, и он так имеет такое сияние. Он сияние имеет, считывается это сияние, сияние чистых душ. Сейчас я посмотрю, чье Мгм. это сияние. Мгм. Ага. Я там увидела и Валерию, и себя, и тебя, и Тараса, и Аню, и многие другие. Вот фамилии слышу, имена. Он этими энергиями светится. А внутри считывается, просто прозвучало, такая черная энергия. Паразит. Паразит мышления. Мгм. Потом, как проникновать, проникать. Мгм. Так.
И считывается, что мы отдали ему свое зрение. Что это было за событие, когда мы ему это отдали? У каждого свое событие. Меня сразу, Мгм. где же я? Почему это я ему отдала свое зрение? Посмотри, Виктория. Ну это то, что я как раз только что и рассказывала. Я вижу, как я сплю, под подушкой у меня такая черная энергия. Я слушаю это, ну, оно идет так, радио. Почему? Волны. Потому что я как бы закрыла глаза и не вижу, а просто слышу, что они там с Моной говорят. И я вижу, как я как будто бы вот сияющая лежу, а под подушкой такая черная энергия. А я так похлопала и говорю: все хорошо, разрешаю. Так, и все хорошо, разрешаю. И вот это разрешение сразу как считывается магнитик. Я смотрю, что это действительно кусочек того, что я посмотрела, а остальное, как знаешь, как остальная часть айсберга. Мгм. Одобрила. Я слышу проникновение. Разрешила. Так, это понятно. Сейчас я отменяю это событие. Мгм. Я вижу, как я вынимаю из-под подушки эту энергию, запихиваю в этот экран, в компьютер. И там увидела это лицо Елены. Она аж меня побуждала целую неделю посмотреть. Я ей, я ей подчинилась. Вот. Я подчинилась ее капризам. Я отменяю это решение Мгм. подчиняться ее капризам. И вообще я отменила сотрудничество с ней. И я выхожу с этой ситуации и слышу странное слово «клямба». Ха. Что это? Что Я, обозначает это слово? эта клямба, я ее вот так с своего пространства где-то вот так, какая-то как клякса такая. Слышу это разрешение, как разрешение на сотрудничество с антимиром. Кого? Вот я показываю. Божественных душ. Хорошо. Зачем? Мгм. Я слышу выполнить проект. Уничтожение Люцифера. Мгм. И вдруг вижу эту Уранию, которая сидит с этим циркулем и показывает земля у нее возле левой ноги, которая на срубленном пеньке. А от сектора магии вот это кто-то пилит. От сектора интерферентов такая пила. И пилят, и слышу жужж, пилят это дерево, этот пенек. Этот пенек считывается как остатки человеческого сознания. Да. М. Человеческое сознание – это что такое? Я слышу, это божественный ум, как будто бы такой шар на голову, воплощенный в человеческом теле. Мгм. Так, Воплощенный. да. Сейчас я хочу посмотреть, где в этой ситуации. Так, я забираю свое сияние из этого эгрегора и забираю свое сияние от этого Ильи, отдаю карму, и я забираю свое
буквально вижу, как будто бы я вот так зубами это разрываю, разгрызаю. Вот. Слышу уплощенное что-то, уплощенное пространство сознания. Так. Ага. Я очищаю, и там, где я забрала свою энергию, там как будто бы вынули такой пазл. Там такая чернота пошла. Сейчас я вижу лицо Валерии. Мгм. Оно вот там светится рядышком. Смотри, какие пазлы в шестиугольниках. Когда я Мгм. забрала оно все светилось одним таким светом. А когда я забрала свою энергию, то проявился такой четко выраженный, как шестиугольник, как сота. И, а Валерия говорит: "Я тоже ухожу". И когда она вот так начинает уходить, я вижу, она берет своими руками эту чашку у этого мастера, который это рисует, ну, это делает, так как наклейка какая-то. И она разбивает эту чашку, Мгм. а Рене говорит: "Я тебе ничего не приносил". Вот. И я, вот Рене же, он перестал работать над собой. Вот это он стал заглушкой, я слышу. Он стал заглушкой какой-то. Мгм. Вот в том пространстве, как, знаешь, как такая вот пробка. Мгм. Вот. Вижу лицо Валерии, которая я ей передаю, что она отказывалась от этого, всего, и пусть забирает свою энергию одобрения. И я вижу, она, возвращает это назад. И вот это, что она отослала этого помощника, или этот символ, вернее всего, я вижу, что она вот взяла и вот так, возвращается обратно. И я вижу, как эта красная энергия, которую она отдала, она вот как поглотила это все и потянулась, эти ниточки потянулись вниз, и такие паутины с ее пространства. Все потянулось вниз, а она поднимается вверх. Мгм. Сейчас она говорит, что она отказывается принимать решение суда. Ага. Она говорит, что ее рассудили неверно, неправильно. Да, Мгм. отняли у нее работу. Это из-за этого, вот, из-за этого вторжения в пространство другого человека и на... А что стало с этой женщиной? Ну, она освободилась уже от этой кармы. Ам, Я вижу, что когда Валерия вот прицепила в эфирном пространстве этот символ на лоб этой Мгм. женщине, то эта женщина снимает с ее левой ноги такой, я слышу, эгрегор феминизма. Это как карма прицепленная, такой, как будто есть такие, оно считывает это как гнойник. Такие кисты, гнойники, они висят на такой ниточке в организме. Вот это оно такое и есть. И она передала Валерии, и у Валерии вот это ее карма за ее насилие переходит на Валерию, считывается перекид кармы. То есть и в этот момент на Валерию как открывается портал, и ворвались такие, как черные, вот так как эти черти, такие хлопья, считываются клямбы. Мгм. Не слышала такого слова вообще никогда. Да. А, Так. клямбы,
Это как типа лямблии, клямбы. Это паразитические энергии. Они считываются как существа, как паразитические существа или еще, скажем так, паразиты сознания. Эгрегориальные фиксации. Это как вот эти, что их называют, объекты управления. Мгм. Это объекты управления. И они заполнили как все пространство на всех уровнях. Вот как прозрачные такие, буквально как лямблии. Вот такие Мгм. как эти паразитические одноклеточные. А почему именно лямблии? Мгм. А, Паразиты. да. Ну, паразиты. Они, я вижу, буквально их вижу, как они выглядят. Они очень похожи на лямблии, но считываются как клямбы. Мгм. Типа клятва, лямблия, разрешение, паразитам, это все вместе. Такие звучат клямбы сознания. Мгм. Это как связки с паразитическим миром, да. То есть во время передача паразитов, то есть это заражение. Идет паразитарное заражение. Вот я вижу эти ситуации. То есть во время этих эзотерических практик происходит заражение вот этими паразитическими сущностями. Мгм. Подсоединение через них. Да, Ага. фиксация. Мгм. Оно так и звучит. Фиксация. Я показываю это все Валерии и спрашиваю, хочет ли она убрать из своего сознания и своего физического пространства. Она отказывается. Снова слышу птички. Мгм. Вот от этих птичек ам, и от этого всего, и я вижу, вот сейчас она встает в том моменте, когда она это делала, передавала этот символ этой женщине. Она почему-то звучит как барышня, этой барышни, и выходит. Мгм. Поднимается портал в виде символа цельнозора, многомерный, такой, как труба, которая разделена как лезвиями. И она поэтому сквозь это проходит в чистое пространство сознания и вот снимает эту тарелку. Я передаю Валерии, чтобы она отказалась на всех уровнях сознания и подсознания выполнять любые ритуалы и забирала всю ее энергию. И она вот так ляп по лбу этому Илье и говорит: "Ты вор". Мгм. И когда она забрала ее энергию, то я вижу, что там он раз смотрит, а у него на пузе, почему-то на пузе. Вот именно вот здесь такое пузо и на пузе, говорит. Ам, такой, как пробоина черная. Он начинает хватать ту Мгм. энергию сияющая, которая вокруг этой пробоины, чтобы вот так закрыть ими. А эти, как водоросли есть такие с глазами, вот эти энергии сияющие, которые как волосы на нем. Мгм. На этих есть такие глаза, и они так смотрят и говорят: "Мы не согласны укрывать пророка". Мгм. Так, укрывать пророка. Я смотрю Мгм. и вижу, что много лиц узнаю из наших сеансов. Вот первый Тарас вот стоит, и у него на голове, у него вот так
такая огромная считывается клямба. Это вот этот шестиугольник. Вот. И этот шестиугольник, он считывается так же, как укус мухи. То есть это как хоботок одновременно. Мгм. Я ему тоже передаю информацию о всех наших сеансах, о том, что происходит сейчас в эфирном пространстве, и всем этим сияющим душам. И оно вот так идет. Как бы от меня идет. Поросли и хватит. Так. Меня интересует, что это он за пророк. Мгм. Что значит пророк? Вот эта черная энергия, она идет информация, что он пророчит приход Христа, Мессии. Каким образом он пророчит? Мгм. Что это значит? Я слышу, что он собрал войско. Он своим противодействием миссии как раз дает, я слышу, разумным, умным людям понять, что есть Мессия, то есть миссия. Оно идет как миссия спасения человеческого разума. И снова вижу этот пенек, и вижу тебя, который берет и ставит этот пенек вот так на место, так пух, на эти черные корни. А я беру и вот эту пилу черную, вот так, как у ранее сижу там, и вот так убираю, а ты вот так, как руками поставил, вдруг стал этим деревом. Только как, как будто вот ты прямо, твоя энергия М. считывается, вот этот пенек. Так все сейчас сходится. Это ж они срезали, когда распяли, убили Христа, ну этого это человека из и создали Андроника. эту всю иллюзию, эту лжерелигию, поклонение фактически дьяволу и распространение этой энергии и программ жертвы. Вот, а это как спилили этот пенек. А считывается, я вот так говорю, что это мое древо жизни, мой пенек древа жизни. Как часть дерева. Ты Как являешься часть пеньком дерева. этим? Нет, пенек это обрезанное По-другому. сознание Ага. и насаженное на черные вот эти корни. Вот эти эзотерические практики и это знание зла, да, это как корни у этого пенька. А почему пенек? Потому что ствол и кроны – это божественное чистое сознание. Я слышу, это как единое целое с высшими аспектами души и своим истинным внутренним «я». Мгм. И тогда это дерево, вот оно, и я вижу, как это древо, вот этот обрезанный пенек, оно превращается в дерево. Крона, ну там, как обычное дерево, там вижу твое сознание и вижу, как этот пенек, он как будто такая уже прям трещит по швам, такое кольцо, которое удерживает это дерево, и от этого черного кольца идет подключка в сектор магии и превращается просто в бороду. Илья, так и звучит, Илья Монастырский. Он считывается пруд, омут сознания дьявола. Мгм. А феминизм – это решение проблем неестественным путем отхода от реальности света
То есть это решить самим, не тем путем, каким божественным, правильным, а путем эзотерическим, магическим. Вот. И я вижу, ты так смотришь и говоришь на него слово «чувак». И так ногой пульнул, и эту цепь с этим кольцом, и говоришь: «Эй, чувак, ты зазнался». Мгм. А интересно, что означает «чувак»? А, я вижу, как этот так называемый чувак, он что берет? Он берет вот эти шестиугольнички и вот так их из сектора интерферентов. И вот так вот собирает, как домино, вот так собирает, чтобы его уложить правильно. Вот так собирает к нему и себе как-то в живот это все делает. Вот это пузо, где была именно, я слышу, чашка сознания, оно находится вот где желудок, вот в этом месте. Мгм. Это именно то, где заняло место сознание Валерии. И она так смотрит на это все, ее высшее я, и говорит: так дело не пойдет. Мгм. И говорит, посмотрела на тебя, на это дерево, и говорит: мы обручены. И говорит: мы создали ствол единого целого, и вижу ее энергии. А я что-то делаю, слышу prepare, подготавливаю, что-то готовлю, подготавливаю. Почему-то по-английски идет, не знаю, prepare for feeling. Подготавливаю для чувствования, что ли. Мгм. Вот. Так. Что это ты делаешь? Я Спросила. слышу, что сохраняю чувства живых. И вижу, как я из-под подушки вот достаю вот эту черную энергию и вот так выбрасываю и кричу. От меня идет такой крик: освобождайтесь, освобождайтесь, уходите. И это Мгм. дерево отрывается от этого, от этих корней полностью. И я называю Валерию дочь моя. Мгм. Почему я ее дочкой называю? Вижу ту ситуацию, когда она рождала ребенка. Я нагнулась над ней, и как ребенок выходит: Гриша, я как махнула рукой и кричу: отойдите все, и говорю: это мой ребенок. Считывается преемственность поколений. И достаю этого ребенка, и вот так под мышечки, и переношу его в сектор Первотворца. И он там летит. Считывается как чистое сознание. Так звучит, Гришенька. Гришенька. Поднимается вверх, летит. А Валерия в том воплощении встает, считывается роженица. Встает и такую черную подключку выбрасывает. Мгм. И она говорит, что отказывается от преемственности с Люцифером. Она Мгм. подчинилась, отказывается от подчинения власти, говорит, творца демонов. И убирает какого-то, он считывается как паж с чалмой на голове, и вижу в нем лицо
Ильи, а служитель культа, и он управляющий, вот стоит и тыкает. Она как махнет, как даст ему, энергия карма пошла. Я приказываю ему убирать, а также всем, кто питается этими духами сознания Люцифера, дьявола, лгуна, пусть они убирают всю карму за их воздействие на наше живое сознание и отправляю это все на утилизацию. Я забираю, отменяю свое решение позволять в каком-либо воплощении производить манипуляции. Я вижу вот эти перетасовка. Манипуляции сознанием человеческим путем магических воздействий. И проявилась Мона как рыба, вся такая магнетическая, как магнит, как гипноз считывается. И я забираю от нее какую-то внутреннюю, сверху как гипноз, свет внизу, а внутри нее вот эта оболочка, как лямблия это, прозрачная, и какой-то вот гвоздик. Сейчас я посмотрю, где он, в чем пространстве. Он находится на уровне колена. Так, кто это такой огромный стоит? Сейчас. Приказы этому огромному Это назвать кто? Валерия стоит. И у нее на уровне колена вот это какая-то прозрачная клямба. Основа клямбы. Вот эта лямблия внутри, паразитическая какая-то субстанция. Что это? Что это за основа такая? Сейчас я посмотрю. Спрашиваю у Валерии. Она такая огромная-огромная стоит. А я рассматриваю, как будто бы вот так прям вот туда вот так смотрю. Что это у нее? Оно считывается клямба сознания. Я спрашиваю, когда она впервые подсоединилась, когда это, что происходило, когда эта штука у нее появилась. Оно считывается согнуть колено, вот как ударить. Но оно находится ниже колена. Такая точка там есть, какая-то точка жизни. И оно как будто бы ударяет и сгинает колено, то есть выбивает как бы основу из-под... И она вдруг становится маленькая и заходит в такое черное пространство. Валерия и села там и ждет, и смотрит на часы, и нервничает, и ждет. Сейчас я посмотрю, что это такое. Она говорит, что ждет решения суда. Какого суда? Это о ее работе. Этот суд находится в секторе магии. Это, я слышу, эгрегор профессионализма. И он выглядит как такой шестиугольник. А эти так называемые судьи, они выглядят как огромные лямблии, такие как сущности, которые грызут эту клямбу. Это эгрегор повиновения профессиональной должности. Да уж. Так, когда это Валерия согнула колено, когда это произошло? Она говорит, я потеряла свое видение. И такая от этой клямбы пошла подключка вверх. Но в эфирном пространстве Валерия такая огромная, что мне какое-то время занимает, чтобы вот перенестись с одного участка ко второму. И она такая стоит вот в секторе
Я подумала, а что я такая маленькая? Нет, это просто я обсервирую, вот проникаю как в такие туннельчики своим сознанием, и как будто бы вот так, вот такими Мгм. движениями вот это все изучаю. Поднялась кверху, и там я слышу, мне нужна эта работа. А, В секторе принятия решений. Да, я Мгм. слышу сертификат. И Так. я сейчас посмотрю, где же энергия, которая находится в этом эгрегоре? Валерия. Мгм. И я вижу, что происходит какая-то ситуация. Вот она там сидит, ам, как в этой коробочке, как в тюремной камере, как будто бы. Ждет постоянно, а ее такая черная рука гладит по голове, вот так гладит, успокаивает, все хорошо, все хорошо. И программы говорят, замолчи, замыкают ей рот, что-то она не должна была говорить, но не говорит. Я слышу, идет требовать правосудия, отстоять свои границы, отстоять свое право. А она просто ждет. Так, и Мгм. получается, снова слышу это слово клямба, и от этой клямбы идет, я слышу пророчествование от Моны. И Мгм. вот эта энергия гипнотическая, она считывается вот эта основа гипнотической сущности, вот этих какие-то М. лямброзы, ну там такие какие-то слова идут. Ну, потому что М. это сознание антимира, и там все перекручено. Ам, Это как какой-то жаргон, вот это Мгм. какое-то странное эти здесь все. И от Моны и идет. Так, а где же... Вот оно что. Вижу, как снова эту ситуацию, Мгм. когда Валерия передавала этот символ этой барышне, то на самом деле она как будто бы взяла этот гипноз от этой Моны, и Мона своими ручками такими, как ниточками, ну, короче, руки руководятся такими черными энергиями, передает Валерии, Валерия берет, и я слышу, она разгадала наш план от сектора магии. То есть и мне сразу идет вот эта ассоциация, что когда мы рассматривали любые эти воздействия, взаимодействия с Ильей и Моной, то Мону всегда обходили, почти всегда, стороной. Весь акцент шел именно на Илью. И снималась ответственность, то есть как бы скрывали Мону. Почему? Потому что она добрая, так и звучит. Вот. А это основа, вот эта гипнотическая энергия, М. и Валерия передает этой барышне. То есть это считывается, и сразу на правой ноге появляется карма. Слышу, кармическая зависимость за распространение этой заразы, вируса. Оно как бактерия, паразитическое сознание, за передачу паразитического сознания другим людям. И это считывается как вот эта пила, которая пилит остаток человеческого сознания, который уже просто как пенек по сравнению с тем, что было в начале. То есть, Мгм. когда Валерия это сделала, то она себя заключила в темницу сознания, я слышу, первотворца зла, вот этого Люцифера. И все его последователи, так называемые дети, потому что он стал отцом лжи и безобразия, вот этого вульгарного пространства.
где звучат эти странные слова. Этот жаргон, это специально, чтобы никто не знал, что оно обозначает на самом деле. Мгм. Конспирация считывается вот так. И Мона здесь играет роль, я слышу, роженицы. И вижу тот момент, когда Валерия рожала этого ребенка, а оно символизирует и рождение сознания. Она считывается как рождение божественного сознания. То Мона, вот эта энергия ее, хватает этого ребенка и уносит Мгм. в сектор магии. И вот в эту тюрьму, в эту камеру, куда попала Валерия в этом моменте, она как заложила, считывается, бомбу замедленного действия. То есть вот это действие Моны привело к противодействию Валерии. И через века, через столетия это рано или поздно все разрешается, развязывается. И я слышу, что Мона вышла на поверхность. И она буквально вот эта плотная гипнотическая оболочка, которая вокруг Моны, которую создал Илья, чтобы ее не разоблачили, она Мгм. просто выходит наверх. И когда она вышла, то внутри появилась вот это какая-то, считывается, кракозябра. Ну и Мгм. словечки у них. Короче, выглядит оно как засушенное дерево, сухое, все такое вот корявое, и которое вот так пугает руками, движется. Да, сухая древесина. Вот я потрогала, это так и считывается. Это засушенное древо, сухое. Это Мгм. древо познания зла. Мгм. Увлечение магией – это и есть вот познание зла. Это древо на самом деле смерти. Оно так и прозвучало. Это древо смерти. И вот этот символ янь и инь проявился, но не так, как они там. И вот это символизирует как проникновение магии в светлый разум. И, естественно, такое же количество светлого, сияющего разума проникает в антимир. Мгм. А я спрашиваю Валерию, может ли она сейчас разрубить этот символ и положить начало новой эры созидания и забрать ее энергию из этого символа, и со всех тех ситуаций, где она совмещала свою, я слышу, свое живое, живую материю сознания с матрицей антимира, с матрицей сознания дьявола. И в этот момент я вижу, как эти энергии, которые вот так растут, как будто бы они прилепились к эфирному телу Ильи. И вот такие они длинненькие, пиндерочки, с глазиками такими, так с ресничками. А реснички – это символ предательства от своей души. Это фашизм, это энергии фашизма. То есть эти люди, которые стали защищать своей энергией Илью, его черную сущность, они стали его силой. Вот оно что, так интересно. И они так движутся, колышутся, как такие водоросли есть. Мгм. Вот. Они защищают его от распознавания лжи. Я слышу. Я им передаю информацию, что их план антимира разгадан. И я, и Валерия, и ты, мы Я. Мгм. видим. Да, Почему-то идет, я видел. что это мы как триединое, как это троица, только не троица, а как бы целое. Почему-то Единое. идет опять вот так
Мать, сын и дочь. А на самом деле нас 4. На самом деле нас 4, а не 3. Троица – это не хватает кого-то. В Мгм. Троице – это феминизм. Не хватает первотворца. Мгм. О, смотри, первотворец – это как символический отец разума или мой муж. Ты мой рожденный сын. Твоя жена – это как моя дочь, преемственница моих поколений, то есть рождающая меня. Мгм. Вот так идет. Рождающая меня. И со стороны магии, вот в нашем общем пространстве сознания находится, я слышу, как кол такой. Вот он от сектора магии идет и проникает в это древо жизни, которое символизирует вот это преемственность. Но это только с моей стороны. Кто-то может подумать, что я возвеличиваюсь. А это каждый человек, у каждого человека есть сын, его жена и потенциально их дети. Или дочь, ее муж и их дети. То есть каждый является на своем уровне, я слышу, первотворцом рода. Мгм. Я в том воплощении стала как первотворцом своего рода, в котором получились жуткие изъяны, потому что я слышу, проник воплощенный разум Люцифера. Так, это что такое Мгм. воплощенный разум? Почему В ко воплощенный? в кого он там воплотился? Кто это на Я слышу физическом? подставного ребенка. Я вижу тот ребенок, которого подменили. Это преемник Люцифера. Почему-то идут энергии Ильи. Мгм. А ну, а М. ну. Посмотри, Виктория, что это там? А, Почему-то идет имя Нерон. Нейрон. Или Есть такая. Нейрон, или Нейрон, или Нейрон. Но я услышала Нерон и увидела такую из сектора магии, такую оранжевая монетка с таким плешивым лицом. Нейрон, Клавдий, Цезарь, Август. Какой-то Слышу есть. захватчик мира. Захватчик мира. Император Древнего Рима. Мгм. Отрезать. То есть он отрезатель, он и есть эта пила. Ну, я тебе скажу, что Мгм. Скорее энергия всего, И да. это тот же дух. То есть человек может вмещать в себе только два духа. Дух дьявола или дух первотворца. Вот. Те дела, которые делает человек, как раз и сигнализирует о том, к какому духу он подключен, кто в нем на самом деле живет. Да? И эти воплощения, они просто подставляют. То есть выполнять миссию может любой человек, Мгм. который решит это выполнять. Потому что у Ильи, к примеру, был выбор. Или выполнять, то есть пришло время, когда он должен был сделать выбор. И он сделал выбор, так как он узнал, что он был этим Сталиным, но у него было предубеждение, что Сталин что-то хорошее сделал. Да, он начал прятать свои грехи, вот эти массовые убийства, терроризм, магию, потому что это был колдун, это же всем известный факт, что Сталин был колдуном.
И он выбрал путь продолжать. Вместо того, у него был другой путь. У него был путь от этого отказаться Мгм. и выполнить свою священную миссию. И я сейчас увидела именно тот сеанс, который Наташа делала. Я слышу, она не распознала. Она увидела но он сделал выбор другой. Он пошел по пути черной миссии. Мгм. Вот. Понятно. И сейчас мы, как семья, отказываемся принимать этого черного чужеродного ребенка в свою семью, отказываемся. И я вижу, как из креста снимаются вот эта паутина вся. Отменяем, я слышу, жертвоприношение сына. Отменяем. Отменяем карму за всю эту ложь и за предательство рода Истинным человеческого. виновником. Мгм. В секторе интерферентов я увидела вот этот патриарший престол, вот это с такими куполами, Рим. И он вот так выходит из сектора интерферентов и этими остриями, крестами в голову впиваются в это чудище, в котором и Илья находится, ну и другие эти все. И вижу, как эти пиндерочки, так называемые, эти священные души, которые там прикреплены Мгм. до времени, до какого-то, они все поднимаются вверх и превращаются как в шары, и вот показывает языка. И это миссия спасения. И я вижу, как эти люди, которые сейчас еще пока находятся в связке с Ильей, через его обман, между прочим, они встраиваются в это древо жизни и превращаются как в яблочки. Считывается живое сознание. Мгм. Вот. И с этих яблочек косточки вываливаются и уходят в сектор интерферентов, а вместо них вижу косточки идут сияющие от Первотворца. Считывается ядро сознания. Мгм. Божественное ядро сознания. И я, когда Валерия пришла на сеанс, то я сразу поняла, что у нее это получится, потому что вчера был сеанс с Еленой, и после этого сеанса все у всех сейчас начнет получаться, потому что она своим сознанием дошла до определения того, чего она хочет. И она захотела очистить ядро сознания. То Мгм. есть то личное «я», которое человек получил при своем сотворении, тот код божественного сознания, чистого, который был сотворен Первотворцом. Мгм. Я Ну, это передаю эту информацию, я слышу, всем погибшим душам. Потому что вот эти все пиндерочки, так называемые, те, кто служит еще интересам тьмы, своими корнями, они привязаны к этому эгрегору лжи, феминизм, что в своей основе означает отрыв от руководства, от права, от конов Первотворца, от Мгм. жизненных конов и от ядра жизни. Я вижу, что, как мы это называем, искра жизни, да, это Да. ядро, Искра. вот, и это оно как Первотворец поделился, он как бы разделился, поделился этим своими детьми. А на Мгм. самом деле ты
считываешься как помощник Первотворца, как резидент божественного сознания. Резидент. Вот этого божественного чистого сознания, от которого пошло все. Помощник, значит, помощник. Вот истинный помощник проявился. Видишь? Угу. Так. Это связано с теми всеми событиями, на которые ты сознательно пошел. И это распятие, и подмена ребенка, это все. Отказываемся подменять понятия, подменять детей, подменять истину и открываем свое сознание. Сейчас я посмотрю. Снова вижу, как Валерия в той ситуации, где родила ребенка, встает, берет его вот так под мышечки, переносит к Первотворцу, сама заходит. И вот я слышу, восполнилась пробоина. И вот здесь, где находятся дети, в эфирном пространстве, оно просто считалось, что восполнилась пробоина, и ее божественная часть энергии вышла из сектора интерферентов, и с этого живота, вот почему у Ильи этот живот был, это пузо. И я слышу, что она загладила свою вину. Поднимается вверх. Вижу ее как ангела в огромных, в таком платье, огромнейших размеров. Она как будто бы стоит на земле ногами. Угу. Хорошо. И от нее уходит, она стоит, была в ней энергия, как вот эта статуя Божьей Матери. И я вижу, как с нее уходит, считывается чужой ребенок. Чужой ребенок, который тоже символизирует плоды антимира, то есть магия, это все. Я вижу, как она снимает черный ботинок и бросает в портал на утилизацию. И она вот так сейчас это выбросила и стучит с ее пространства в сектор магии, к этому профессиональному эгрегору стучит. И показывает, и говорит, что они приняли неправильное решение. Судейская вот эта мафия. Да. Угу. Что она хочет с ними сделать? Я ей передаю, что она может передать информацию, что они нарушили иконы живого Всесвіту, и они понесут карму за вмешательство в ее пространство. А они оправдываются, говорят, как программы: мы ничего не сделали, мы выполняли программу Люцифера. Говорят такими синтетическими и тоненькими голосами. Это их проблема, что они там выполняли. Я передаю Валерии, чтобы она сейчас собрала всю ее энергию из этого эгрегора. Угу. Я вижу, она разрывает какой-то контракт на получение должности. Ага. Угу. Так. Что это такой за контракт? Вижу, что в этом контракте прописано как символ бесконечности 8, вот такая. Считывается оббивать пороги, ходить и вот так лбом биться. Закрыть ясновидение. Угу. Так, на что она? Когда это она подписала этот контракт?
Так, вижу, она как будто бы в кабинете, и какая-то то ли женщина, какие-то на голове что-то такое, как кучери, что-то плоское вот такое. Наполовину белое, наполовину черное. Мгм. И Валерия ей дает, держит в руках договор о сотрудничестве, какой-то контракт. А это ходит, Мгм. там какие-то как такие тумбы высокие, что-то вот такое. Она там ходит, раскладывает там такие, как файлы какие-то. А потом села, а это что-то, и вот так Мгм. смотрит, как будто бы в такую подзорную трубу. Я слышу, считывает информационное поле. Так. Она подключена к этому эгрегору, и поэтому она выполняет программы этого эгрегора, и она смотрит в такую, как в лупу, как в подзорную трубу. Вот так смотрит. Я слышу на яйцеклетку Валерии. Так, что это означает? Мгм. Что это означает, что она смотрит? Так именно на яйцеклетку. Мгм. Она, вот я слышу, на зарождающуюся жизнь. Она просматривает, я слышу, прошлые жизни и будущие события. И бац, поставила вот так печать. Бум, громко так. Черную печать. Я слышу, принято, Мгм. принято. Куда это ее приняли? На работу приняли, в школу. Я вижу, такие парты рядочками стоят. Мгм. Я слышу, подчиниться системе образования. Мгм. И это находится все вот внизу, прямо. И в этой я подумала, что за образование? Оно как будто бы образовывать что-то. И вот это тоже идут такие, как такие волны, как кучери, такие вот такие завитушки. Вот эти вот, верхняя часть увидела эти спираль. Слышу, М. катиться по кругу. То есть зацикленность вот эта вся. Мгм. И вот это снова идет биться лбом. И в Так. этот момент вижу, как энергосфера Валерии расширяется, и она просто рукой берет и эту так называемую яйцеклетку, это основа сознания, я слышу, вот это моны. То есть мона видит, это как будто Валерия отдала свое видение моне. Вижу, что эта штучка является основой видения моны. И вот этого паразитического, этой лямбли так называемой. Так, а что Мгм. это такое? Что это за Оно такое энергия? Мгм. прозрачное, прямо как замороженная снежинка. Такие кристаллическая штучка, как снежинка. Так, какова суть этой энергии? Это что-то замороженное, часть замороженного сознания, и тянется оно в сектор магии. Я слышу, оно находится в руках упыря, Мгм. У кого упырей. это?
И вижу клан, слышу клан создателей мироздания. В секторе магии находятся сущности. Их 4. У них на головах такие черные колпаки, длинные, как платья, плащи черные. И они как идут, то такой грохот стоит. Считываются первотворцы мироздания. Какого мироздания? Ну, вот этого черного магического, или, как мы говорим, матрица. Мироздание – это еще, я слышу, система вещей управления человеческим разумом, божественными душами. Так, их тоже там. Кто эти сущности? Приказывай там сущностями проявиться, согласно их эфирных ДНК, встать по старшинству. Какие лица у них странные. Плоские, похожие на хоббитов каких-то. Зеленоватые, такие бледные. Считываются жители подземного царства. Так, я их покрутила вот так вот. Кто они такие? Давай, кто из них главный? Приказываем ему отвечать, кто он такой. Вышел тот, который вот стоял сбоку, в тени как будто бы. Угу. Ну, сразу считываются энергии Ильи. И он так и говорит: я Илья, но называет себя монастырский, монастырский. Потом хвать за талию, как оса, Угу. белая вся. Вот эта рыба, лямблия. Вот, Мона с черными огромными глазами, как стрекоза вот какая-то. Угу. Так, еще двое по бокам стоят в тени. Так. Этот один, как хоббит, я не знаю, кто такой хоббит, это какой-то, как будто бы ниндзя, какая-то морда плоская, зеленая, нос такой какой-то, все поморщенное, такая-то, что... Угу. Это во «Властелине колец» были такие хоббиты мелкорослые. И один был такой с извращенной психикой, поехавший на крышу. Как ты и рассказываешь. Мергул или что-то такое его назвали. Так, а это кто? Угу. Он считывается как дух подсознательных программ внедрения. И я вижу, что это сила воздействия, оно идет, вырастает буквально из Пиндера этого и Люцифера. Угу. Так, Что это за... Так, это дух один из 4, да? Приказывает да. этому духу принять форму согласно его истинному эфирным ДНК и отвечать, кто он такой. Ну вот он выглядит, как этот странное что-то. Угу. Говорит, дух подсознательных программ, увлечения магией. Угу. Паразитический аспект. И вижу, буквально проявляется как будто бы ладонь с пальцами. И это один палец. А потом эти пальцы растут. Это я ж просто смотрю на этих, потому что мы их смотрим. А там дальше их как лес растет. Как просто эти черные пендерочки. Все с глазами рептильными. Так, а 4 кто там еще? 4 приказывает отвечать, кто он такой. Считывается дух безобразия, такой расползшийся. Вот как жук-навозник. Угу. Это дух распада сознания, утилизация, утилит.
Мгм. Так. А кто хозяин этих четверых? Приказываю проявить согласно его эфирным ДНК в его пространстве. Так, слышу. Крат. Крат. Кто это? Крат. Приказываю ему проявить согласно его эфирным ДНК. Монстр. Так. М. Вижу, как будто такое что-то лежит, тяжело дышит, а где грудная клетка, такое сияние. Я слышу погребенных душ. И все они, вот как у Ильи, как будто бы такие рифы росли, знаешь, такие живые. Мгм. Вот точно так же там это все светится поглощенными душами. И у них сверху, они выглядят как пиндерочки. И где голова, там такие черные, как бляшки такие, клямбры считываются. Мгм. И они закрывают как седьмую чакру и вот так как держат, не дают возможности выйти дальше. Слышу крючки сознания. А кто эта сущность, кто там? Приказываю этому монстру отвечать, кто он такой. Он говорит, что он творец жизни после смерти. Я ему приказываю отвечать правду, Мгм. без завихрений этих. Мгм. Истину, суть, кто он такой. Он говорит, что он начало и конец смерти. И также идет информация. Он говорит, я умираю. Я говорю, ты умираешь. На него говорю, Мгм. ему. Он таким образом, ага, понятно. Нельзя говорить, я умираю. Нужно, вот эта форма, я умираю со смеху. Мгм. А ключ я умираю. Потому что глаголы имеют виртуальное значение, это пароли, слова-пароли. Глаголы именно. Я отдаю ему эту ложь, я вижу буквально, как будто бы я вот так раскрываю, как черную дверцу. И я спрашиваю, что они все тут делают в пространстве, Валерия. Мгм. И я вижу, что Валерия вот там как ноги ногами, вот так, как будто бы ее на ногах такой, как стрела, которую вот так вбили в грудь ему. Так, что Я это? слышу, это подсознательные решения быть жертвой. И вдруг Валерия смотрит на этот контракт и рассматривает его со всех сторон и видит, что это клямбра. Мгм. Как шестиугольник. Считывается задача, то есть выполнять задачи, то есть встроиться в эту систему, стать как робот, чтобы выполнять эти задачи. Мгм. Ясно. Так. Что она в этом контракте в эфирном плане отдала? Она говорит, что ее решение быть свободной. Вот это она как Мгм. будто бы села в этой тюрьме, Мгм. э, как на кнопку садятся. Считывается на иглу. Ага. Это привязка.
Мгм. Так. Что она получила взамен этого решения? Ну, она показывает, как будто бы руки связаны черными веревками, на голове как какая-то сковорода, воздействие от Мгм. начальства считывается. Ноги в растопырку, привязана одна нога к одной, а, ну, вправо, другая влево. И Мгм. как будто бы вот она поглощает внутрь себя вот эту всю систему. Мгм. Вот и так через рот, как-то из других мест, вот так как-то как проникает внутрь. М, Да, Ясно. я слышу отречение быть свободной. Мгм. Хорошо. Пусть Валерия расторгает этот контракт, отказывается отдавать ее решение быть свободной. Пусть приказывает этим всем лжецам, этим интерферентам забирать их воздействие. Вот я даже увидела ту деятельность, которая ей как бы, По душе. которая, которой она может ну, ну, она любит детей, и она может, ну, буквально это можно, вот я вижу, как она как будто бы классы проводит по интернету. Это же можно Мгм. монетизировать и так дальше, то есть любые темы вот с книжечками, вот, это можно, то есть там свобода, то есть без начальства, без этих эгрегоров. Мгм. Я вижу, как она разрывает этот контракт и вытаскивает вот эту, э, считывается как яйцеклетка свою. И я вижу, как она отдирает эту клямбу от этой энергии созидания. О, это и есть вот эта искра жизни. Я так и слышу. Личное я. Я ей передаю, чтобы она очистила ее личное я, ее ядро сознания от чужеродных программ, энергий, предубеждений и наполнялась энергией свободы, счастья, гармонии, процветания и превращения, претворения в жизнь ее божественных наклонностей, ее творчества для счастливой жизни, обеспеченной, свободной. Мгм. Она Хорошо. выходит из этого кабинета. Этот кабинет, я вижу, когда вытягивается, и на секторе будущего оставил такой черный след, как укус мухи. Потому что любые привязки негативные к эгрегорам, к работе, к людям приводят к привязыванию других энергий. Потому что привязка – это тоже определенного рода парадигма мышления. Да? Человек Мгм. привязывается. А мы переходим в измерение свободы, где мы не должны быть привязаны ни к чему. То есть полное доверие к высшему Я, к проявлению божественных миров, Вселенной, нашего Всесвіту. Мгм. Вселенная, наш Всесвет никого не обижает, не обидит и выручит в любой момент. Да, Ну, я хорошо. вижу, что на самом деле это негативная привязка к эгрегору. И я передаю Валерии, чтобы она забрала всю ее энергию потерянную, я слышу, во всех классах, во всех этих ситуациях, вернула все свои энергии, весь потенциал, пусть очищает, чтобы встать на ноги и пойти своим собственным путем. Я слышу организовать свою школу. Ну вот. Мгм. Хорошо.
есть Валерия призывает все ее частички души со всех мест, со всех уровней, со всех времен. Мгм. Все, что принадлежит есть, пусть возвращает, очищает, а все чужеродное отправляет туда, когда она считает нужным. О, когда она это сделала, то я вижу, что у нее буквально на голове как засияла корона. Угу. Золотая корона. И вижу, как она руки вот так показывает, и с рук такие сами собой сползают, как черные нити. Слышу отречение от эгрегора зависимостей. Вот. Угу. Поднимается вверх. Ну Хорошо. вот. Так. Виктория, посмотри, остались ли у нее какие-то зацепки болезни щитовидной железы. Мне пришло нехватка йода. Угу. Хорошо. Так. Ну, посмотри сейчас, как Валерия выглядит. Ее энергосфера как яблочко. Тор, прозрачная. Угу. И еще я слышу от сектора духов, вот где ноги внизу, слышу увлечение спиритизмом. И как будто бы там такие вот эти, как хлопья черные. Вот они как-то пронизывают такой петлей ее энергосферу. Вот где сектор подписания контракта. Угу. Я передаю Валерии, что Валерия отказывается своим сознанием выполнять любые действия. То есть это как парадигма мышления. То есть это как потенциальная угроза. Угу. Вот. И Спасибо. возвращать себе божественную чистоту я передаю Валерии, чтобы она вот это истинное ядро истинного «я», искру жизни эту распространила во все клеточки своего физического тела, во все нейронные связи, по всем Угу. ее параметрам сознания, подсознания, все ее пространство наполнялось энергией абсолютной чистоты, света, гармонии и процветания. И в этот момент она как будто бы оторвалась, поднимается вверх, и вижу как образ дерева в таком шаре. Считывается полноприводное сознание, полноприводное чистое сознание. Вот. Да. Хорошо. Ну все, пусть Валерия, если хочет, информацию о освобождении передаст тому, кому она хочет. Да. Поднимаемся максимально вверх, закрываем порталы, наполняемся энергией жизни, гармонии, счастья, света. Угу. Спроси у Валерии, все ли мы сделали для нее на этом сеансе. Да, она нас благодарит. Угу. И мы ее благодарим. О, говорит, ухожу в пространство света. Вижу, поднимается вот там свет, там. Угу. Да. Благодарим Валерию, выше я, первоисточник жизни, за помощь. Угу. Прощаемся с ней. Да. Отсоединяйся, Виктория, от всех и всего. Угу. Проверяй твое личное пространство. Да, все чисто. Угу. Хорошо. Закрываем порталы. Я посчитаю от 1 до 3. Ты вернешься в физическую реальность, где с собой разговариваем. Будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся. Ну что? Вот Хорошо. такой вот education, да? Угу.
Да. Забивает всех в службу. Образовывает, что там она образовывала. А я Эти помню этот лямбли. первый контракт, когда я подписывала, мне прям ощущение пришло, что вот как даю этот листочек, как ты видела, и чувствую, что я, ну, типа, вот я и в системе, да, по-моему, даже так, кстати, и сказала себе вслух, да, Мгм. ну, это сколько, да, лет 8, наверное. Ну, а я вышла из этой системы. Я там проработала полгода. Я очень любила детей, дети любили меня, но я не хотела быть частью этой системы. Я ушла. Я рассчиталась и все, и ушла. Потому что я увидела какая-то там ложь, буквально засада на этих детей бедных. Я там, кажется, одна была, как белая ворона. Среди этих учителя, ну, на самом деле, там приходят светлые души, но в большинстве своем это как горгоны там сидят для того, чтобы питаться душами детей и перемалывать их, перерабатывать. Вот, так что это еще тот случай. Мгм. Спасибо, Виктория. Хорошо, мы потрудились. Спасибо Очень нам хорошо. всем. Так, все, очень прям надо будет прослушивать еще раз, чтобы вообще понять. Так, все как-то запутано. Но интересно. Мы молодцы. Спасибо, Виктория. Женя молодец, держался. Не Да, терялся. все нормально, потому что, видишь, как это самое, правильно заданные вопросы без предубеждения. То есть я признаю свою вину, степень, меру, глубину. Я такая же, как вы, ошибаюсь, могу что-то не так сделать. За что они цепляются? Хочу на это посмотреть. То есть корону не цепляю на себя. Вот, видишь, я об этом, конечно, помнила, но деталей. Ну, кто бы мог подумать, что за это кто-то будет цепляться. Мы Ну, уже это программа. отменяли это сколько раз, да? Мы это уже отменяли. И мое решение, что это хороший был сеанс у Ильи с Моной, тоже отменяли. Но я чувствую, что сегодня он отменился. Потому что потянуло за собой очень много событий из прошлых воплощений. Оно так и есть. Когда происходит что-то, то сразу тянет за собой вот этот весь ворох и вытягивает, на что оно в самом деле притянулось. И как оно, вот видишь, к чему, к этому воплощению, где был Иисус. А почему это важно? А это очень важно, потому что на основе убийства этого, жертвоприношения, были завязаны вот эти программы негативные. Это был захват рода, который мы сейчас наблюдаем, как разрушаются рода. Если взять даже вот Советский Союз, в Библии описана коммунистическая, это мафиозная система, как красный террор. Написано, что третья часть стала красной. Да? То есть, конечно, идею можно обличить в любой вид и спрятать, вот как За магический круг. измом, да? Что бы это ни было, да? И Коммунизм, да, феминизм, все что угодно, все то же да, самое, и что, только ну с и вот другой целые окраской. рода были уничтожены. Каждый род, каждая национальность, каждое племя – это уникальнейшее и очень ценное творение Вселенной. Это сознание рода. И во время оккупации этих родов, ну, это советское время, это нам все известно, раньше тоже это было, да, с лица земли стерты целые национальные народности, рода.
То есть это И сознание сейчас идет ушло. направление на это И уничтожить. сейчас идет то же самое. Даже послушать эту Симоньян, что она говорит. Она буквально признает, что ее народ ничтожен и дает право поглотить. То есть она как бы стыдится своей национальности и разрешает поглотить этому монстру ее язык, ее родовую память и тем самым прекратить выполнение родом, носителями рода своих родовых программ. Это очень печально, конечно. Вот, потому что, ну, они плохо закончат, потому что коллаборация с темными ничем хорошим для них же не заканчивается. Сейчас очень смешно смотреть, вот мы украинцы, да, и на Восточной Украине там очень много коллаборантов. Почему? Ну, потому что голодоморами, выселениями искусственными Сталин что? Истребил коренных жителей, да, и заселил кем? Коллаборантами. Те, которые прогнулись под этой коммунистической идеологией, она в самом деле магией этой, и которые продали свою душу и начали это воплощать потом. То есть тот, кто предает себя, предает и других. Так всегда работает. И вот они побежали дальше предавать себя, когда Путин напал, они стали коллаборантами. То есть они поприветствовали его и поверили в эту ложь всю, и пошли воевать. И тут оказалось, что для российских солдат выплаты предусмотрены, а вот для украинских солдат на захваченных территориях только на бумажке они присоединили это к России, но на самом деле никто им денег никаких не выплачивает. И вот эти мамы, и вот эти жены, которые потеряли своих сыновей, своих мужей на войне против, то есть они украинцы, но они воюют против украинцев, они оказались без этих выплат миллионных, которые Путин якобы обещал. И вот очень смешно. И они обратились в Москву к Путину: Путин, помоги. А им ответ пришел: а таких выплат вам не предусмотрено. То есть предусмотрено только вот тем, кто на территории РФ живет. А вот коллаборантам ничего это... То есть предателей ненавидят Со те, всех кто их сторон. делал Да. предателями, в том числе. Да? То есть их никто не уважает. И мы видим с новостей, сколько коллаборантов, свои же, и они же их и убирают. Теракты разные подставляют, то взрываются машины, то еще что-то. Почему? Ну, послужил, как лимон. У них же принцип выжать все соки, а потом выбросить, когда уже не нужен. Принцип работает во всех... Да, принцип антимира, да. Конечно, одинаково работает. Так что то же самое происходит и с этими любителями эзотерических практик. То же самое, ничего нового. Те же самые. Вот. Ну, молодец, молодец, Валерия. Да. У меня хорошие Держу. учителя. Спасибо вам большое. Как ты чувствуешь себя? Хорошо, да. Все прояснилось. Оно быстро все проясняется. Там все так. Такие четкие ответы, там не остается вариантов. Да. Добро. Спасибо большое. Все, плакать теперь не будем. Это как для Не души. надо плакать. Я тебе говорю, мы просто Это не мне уже знаем и до сеанса сказала, да, свободу. Да. Это было. свободно все. То есть, если убрать эти привязки, открываются горизонты. Вот это, что я видела, наше истинное я, оно как вот так, как и это расширяет возможности. А эти привязки, они наоборот со всех сторон, потом вот это сужают, и типа вот единственное в окошечке свет. Туннельный блик, да, такой взгляд Да. туннельный. Только одно, что Слушай, я имеет значение. творческая личность. Хочу творю, хочу вытворяю. Да что мне это ваша школа? Я это решила. Я была молодая девчонка, после института пришла на этот бардак, посмотрела. Я не хотела смотреть, как детей обижают, потому что я не могу. Мое сердце разрывалось, мое сердце так болело.
каждый вечер, а я еще работала в школе-интернате, где дети особенно нуждались в любви и в заботе. Они их так обижали, эти долбанутые учительницы и учителя. Нет, учителя были хорошие. Вот именно один учитель там был, мужчина молодой, вот он был хороший парень. А директор этот пришибленный. И эти училки, которые били детей, издевались, и она имела, это родственница моя, она имела звание заслуженной учительницы Украины. Я у себя в кабинете сижу, слышу, ребенок орет, плачет. Я влетаю в ее кабинет, я думала, что ее нет в классе. И что-то с ребенком случилось. Я влетаю и вижу картину. Эта идиотка стоит, громила такая, как кракозябра точно, над этим бедным ребенком. Сняла ему штанишки и бьет ремнем по попе при целом классе. Это ж как ребенку она испортила всю жизнь, испоганила. Это ж и позор какой. Это какой блок этот ребенок несет всю жизнь. А эти дети – воспитание предателей. Потому что каждый ребенок хотел побежать и защитить своего друга. Но страх их сдерживал. И они сидели и боялись, чтобы с ними такого бы не сделалось. То есть это монстр, просто монстр. А как надо мной издевались? Я вообще не тупой человек. Я прекрасно училась и в школе, и в институте. Но это постоянно, эта математичка Вика тупая. Вика тупая. Она постоянно мне это говорила. Просто в классе при всех. Да, в каждого демоны сидят, да. В кого-то больше, в кого-то меньше. Да уж. Так что Спасибо, не дорогие. жалей. Найди, Нет, все смотри, нормально. Да. ты себе можешь создать свое занятие и иметь успех, и радость, и все. Да, что-то сделаем. Творчество. Оно само придет. Это твое, оно никуда не денется, оно придет. То есть, когда ты ставишь задачу, наш мозг так работает. Нам нужна конкретная цель. Вот место, куда мы хотим пойти. Вот это идеальное место своего отдыха. Вот кто я? Ты думаешь, почему это я приперлась в Америку к пальмам? Потому что я жила в Украине, во Львове, холодно, сыро, мокро. Я такая, постоянно мне холодно было. Я люблю тепло, родилась я в Крыму. Львов, конечно, я очень любила за менталитет людей. Очень мне нравилось. Открытые люди, честные. Вот. Но погодка еще та. Город Да? Львов. Нет, это Лив. Это организовал Львов. Его звали Лев. Да, Лев. Это имя. Вот. И, вот так вот, да. Я создавала свое идеальное место отдыха в своем воображении. Это остров, пальмы, вода. Еще остров свой не купила. Вот. Но на пальмы смотрю. Значит, не прописывала, что надо остров. Можешь Да, добавить, да? Нет, это Я я просто знаю, у меня тоже так воображала. Я даже не срабатывало. писала ничего, я просто себе воображала, как мне там хорошо. Вот. И как я занимаюсь своим любимым делом. Я не знала, какое у меня любимое дело. Я начинала и там, и сям, и там, и сям. И оно само так пришло. Поэтому все встанет на свои места, когда мы ощущаем свое внутреннее «я». Так что все будет хорошо. Спасибо вам большое. Все хорошо. Все уже хорошо, будет еще лучше. Все уже хорошо. Конечно. Да. Всего доброго. Пока.
Хорошо. Пока-пока.